Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас спецвыпуск для того, чтобы рассмотреть, какие важные дела можно запланировать и провести с 13 по 17 октября 2022 года. В первую очередь рассмотрим агрогороскоп с 13 по 17 октября 2022 года. Время киевское. Первые 2 дня, это будет четверг и пятница, и практически почти весь день, казалось бы, Луна будет в знаке Близнецы. Но 15-го Луна без курса прямо утром начинает засыпать с 7 часов 13 минут и до вечера, до 19 часов 11 минут будет находиться в спящем состоянии. Это период Луны без курса. Поэтому мы будем рассматривать с вами сейчас 2 дня, когда что-то можно делать. Я имею в виду, здесь у нас чисто можно потрудиться для проращивания. Проращивание бобовых культур. Мы это уже проверили очень хорошо. Вкуснейшие получаются проростки, именно горох. Кормовой горох можете проращивать и делать салаты. Естественно, можно и фасоль, и что-то, что у вас есть из бобовых культур, проращивайте и увеличивайте количество витаминов на вашем столе. И это можно будет делать 13 после 9 часов утра в знаке Близнецы и 14 все 24 часа. Далее. По рассаде. Рассада, никак нельзя ее использовать, трогать, перевалку делать. Ничего не делаем с рассадой, потому что это знак Близнецы. Все уже знают, чем это заканчивается. Поэтому эту работу перенесем чуть позже. Буквально через пару дней это сделаем. И мы сегодня об этом будем говорить. Вот период для цветочных растений очень хороший. Попрошу внимания. Вот после 9 часов можно делить корневища. Кто-то пионы, кто-то ландыши. У каждого свои цветочные растения, вы можете их делить. Но просто напоминаю, что это знак стихии воздуха, поэтому в этот период поливать нельзя. Заранее увлажните землю, поделите корневища и рассадите в этот период. Все по правилам, как вы обычно делаете. Ну а полив, если хотите провести, это сделаете уже в знаке Рак. И мы сейчас об этом будем говорить буквально через пару минут. Итак, в этот период, кроме посадки, вот это 13 после 9 часов и все 24 часа 14, можно заниматься разделением вот этих корневищ и пересаживать, высаживать. А также это период очень хороший для того, чтобы выкапывать луковицы цветочных растений или корневища на хранение, или же что-то другое. То, что вы будете сохранять до следующей весны, естественно, можно выкапывать, сушить. В Близнецах это очень хороший период. Для комнатных растений я уже написала растения, потому что не все растения комнатные цветут. Поэтому мы заменили слово «цветы», комнатные растения. К ним относятся и даже те растения, которые у вас и дают плоды и ягоды. Это все, что растет в комнате. Актуальна защита от вредителей и от болезней. И 13 и 14. Поливы в знаке стихии воздуха не проводим, подкормки также. А вот наконец-то вот сад. Все ждали, а когда же можно обрезать? Когда можно зеленые операции проводить? Зеленые операции там, где зеленые растения в саду, можно в саду проводить, а также зеленые операции проводим с различными растениями. Но в данном случае у нас в саду наконец-то обрезка и зеленые операции. Пожалуйста, проводите. Это теперь безопасно. И убывающая луна, и в то же время знак очень хороший. Вот зеленые операции мы проводим на всех абсолютно растениях. И комнатные растения, если вам нужно, допустим, на огурцах убрать пасынки или на других растениях что-то обрезать. Вот это очень хороший период. Ранки засыхают быстро и нет инфицирования. Поэтому 13-14 проводите эту работу практически постоянно. Сбор урожая прекрасно в знаке стихии воздуха. Заготовки получаются очень красивые, качественные. А вот квашением капусты не занимаемся, будет сухая и жесткая.
Настойки делаем, естественно, любые, и лекарственные, или ягодные, все, что у вас есть. И собираем лекарственные травы. Снова же слово «травы». Это актуально для теплых стран. У нас тоже есть там подписчики. А там, где уже прохладно, собираете какие-то ягоды, собирайте в этот период ягоды. И очень хорошо в этот период уже на убывающей луне также собирать и корневища. Добавляйте к тому, что будете собирать над землей, и корневища. Рыбалка в это время неудачная. И вот для комнатных овощей, это те, кто выращивает овощи, то есть помидоры, огурцы, баклажаны, перец и другие различные овощные растения, здесь актуальна защита от вредителей и от болезней, а также актуальны зеленые операции. И как раз об этом меня многие спрашивают. А теперь рассмотрим вот этот день перехода Луны из знака в знак. И вот эта Луна без курса тоже влияет на различные виды работ, особенно для посева. Итак, 15-го у нас будет две энергии работать, и близнецов, и знака стихии воды рака. Посевы в это время не работаем никак, и с рассадой не работаем. Здесь Луна без курса, и начало в знаке рак только в 19 часов. Не будем мы ночью это делать, лучше мы перенесем на 16-е. Для цветов, вот, пожалуйста, до 16 часов, 15 до 16 часов, можете еще делить корневища, высаживать, пересаживать, а также выкапывать луковицы. Вот здесь мало места, я не уместила вот это все. Вот эти работы вы завершите, пожалуйста, до 16 часов. Этот период еще будет нормальный. Ну а после 16 часов уже эти работы завершите. Для комнатных растений по-прежнему актуальна защита от вредителей и от болезней. Единственное, что после 19 часов, мы дальше будем говорить, можно поливать. А вот оно и есть, вот эта подсказка. Поливы нет до 19 часов. После 19, пожалуйста, проводите и поливы, и подкормочки после 19 часов. Для сада актуальна обрезка и зеленые операции, ЗО, это зеленые операции, только до 17 часов. Зеленые операции до 17 часов. Далее уже накладываются энергии стихии воды, это уже опасная работа будет. Сбор урожая тоже проведите до 17 часов. Заготовки сделайте до 17 часов. Квашение капусты не проводится в этом и в одном, и в другом знаке. Настойки завершайте, приготовление до 17 часов. Лекарственные травы тоже до 17 часов собирайте. Ну и рыбалка еще не актуальна, потому что здесь энергии все-таки близнецов работают. Для комнатных овощей для них, наконец-то, огурчики, помидорчики, после 19 часов поливы и подкормочки. Теперь рассмотрим, вот снова же у нас не полностью 2 дня будет. 16-17 Луна находится в знаке Рак, убывающая Луна, но 17-го переход Луны из 3 в 4 фазу в 20 часов 16 минут. А это пик. Отнимаем плюс-минус 12 часов, получается, что еще до 8 часов утра можно будет провести вот такие посевы. Итак, 16 все 24 часа, 17 до 8 часов утра можно посеять семена редиса, зеленых культур в теплицах, а также, кстати, и сидираты. Сидираты можно сеять не только в теплице, в южных регионах можно посеять часть сидиратов и в открытом грунте на освободившиеся грядочки. Далее рассада. С рассадой 16 работаем все 24 часа. А вот уже 17 до 8 часов утра нужно завершить все работы. Это и посадка, пересадка, перевалка до 8 часов утра. Далее у нас Луна без курса, у нас по конце суток Луна без курса, а здесь работают вот энергии стрессовой ситуации, полнолуние, новолуние, переход Луны из 3 в 4 фазу. Это всегда очень сложный период для растений. Поэтому не беспокоим. После 8 часов, пожалуйста, не беспокоим. Далее цветы. В знаке Рак поливаем и подкармливаем. Причем здесь не имеет значения время и не имеет значения переход вот этой вот из фазы в фаз. Поэтому можно поливать и подкармливать круглосуточно.
Для комнатных растений поливы подкормки. И здесь же можно вот 16-го высаживать, пересаживать, перевалку комнатных растений. И не только комнатных проводите, пожалуйста. Здесь, видите, у нас 17 полива подкормки, а вот эти работы пересадки и посадки проведите, пожалуйста, до 8 часов утра. Поливы актуальны 2 дня, 16-17, подкормки тоже 2 дня. В саду, там, где сухая почва, пожалуйста, влагозарядковый полив на зиму, не забывайте. Зеленые операции в этот период не проводим. Очень быстро инфицируется растение, тем более, что это знак стихии воды. Это очень опасно для инфицирования. Урожай не собираем и не делаем заготовки, потому что в это время заготовки очень быстро портятся из-за того, что большое количество воды в плодах и ягодах. Капуста быстро киснет, поэтому не квасим в это время капусты. Настойки тоже не делаем. Также не собираем травы. А вот рыбалка, по мнению нашего знакомого, смотрите, 16-17, рыбалка в знаке Рак, убывающая луна, очень хороший период. Снова же мы не занимаемся ловлей рыбы, но вот наши знакомые именно период этот всегда ждут и занимаются ловлей рыбы. Успешные всегда рыбалки получаются. Для комнатных овощей поливы подкормки актуальны, и причем 16 и 17 октября 2022 года. Переходим к следующей рубрике «Луна для дома, для здоровья». Снова же с 13 по 17 октября 2022 года. Время киевское. В первую очередь давайте рассмотрим энергии. Мне очень нравятся энергии этого периода. Почему? Да потому что 13-го начинает только распадаться, но это на очень короткий период, большой тригон. А тригон – это всегда гармоничный аспект. Марс и Сатурн выходят из орбиса большого тригона, вот этот период. Но снова же уже 14 и 15 Луна возвращается к Марсу, и снова благоприятные энергии аспекта большого тригона трудятся. И вот эти два завершающие дня, вот этот тригон будет приносить нам позитивные результаты, позитивные энергии для успешного начала. Видите, у нас здесь успешное начало и покупки. Для успешного начала каких-то новых дел, а также для крупных покупок. С 17 по 19 уже начнет влиять на дела Тау квадрат Солнце-Плутон. Ну и готовится в это время к остановке Сатурн. Сатурн начнет поворачиваться, движение с 23 октября. А директный Сатурн – это время задержек до конца месяца. Поэтому в период с 13 и до 22, 23 это уже последний, завершающий день, лучше до 22 включительно, постарайтесь запустить свои новые проекты, новые дела, а также провести крупные покупки. Видите, у нас везде все да и да, и это приятно. А теперь рассмотрим обычные наши рубрики. И вот мы будем рассматривать сначала первых 2 дня, 13 и 14. Для печки это знак стихии воздуха, обычно ветер. Но смотрите, если циклон приходит, тогда это будет не норма. Будьте внимательны. Если же уже было первое протапливание печки, камина, то здесь норма. Если же не было первого протапливания, то здесь будут сложности. Поэтому лучше раньше в знаке Овен это сделать. Например, сегодня, или же это делать чуть позже в другом знаке, именно стихии огня. Итак, для печки у нас норма, для стрижки волос хорошее время в знаке Близнецах, убывающая луна еще. Стрижка ногтей прекрасна. Для покраски волос советую заняться именно покраской органических. Вот эти новые есть. Много новых различных красок, которые основаны на органических материалах. Вот используйте их в это время. Мыть волосы в это время очень хорошо. А вот уход за кожей в дни стихии воздуха не принимают клеточки. Вот эти все питательные вещества в это время лучше не закрывать для дыхания клеточкам
вот этими питательными различными кремами или же какими-то сочетаниями. Это пропускаем, вот эту операцию своеобразную. Очистка кожи. Это у нас продолжение уже на убывающей луне. Вот мы этот период начали и продолжаем. Очищение организма можно в это время проводить. Рукоделия, конечно же, нет. В близнецах куча идей, куча дел, куда-то спешишь, и усидчивости нет, и нету чего-то одного, которое вот действительно даст позитивный результат. Для теста плюс жидкость. Это имеется в виду вот рецепт, и будет очень быстро высыхать тесто, поэтому я чуть-чуть больше жидкости добавляю, то есть воды или молока. Качество стирки и уборки в это время плохое, очень быстро высыхает, и приходится все время замачивать какие-то грязные места, поэтому, да, и для стирки нужно обязательно заранее пятновыводителем пользоваться. Лучше уж перенести и постирать, чуть-чуть позже будет хороший результат. Для ремонта очень хорошее время в близнецах. Для проветривания вещей именно в хорошую погоду тоже хорошее время. Здесь у нас немножечко переходный один день, и это связано снова же с различными энергиями. 15 октября смотрите, что мы можем делать. Начинаем мы с печки. Здесь будет накладываться энергия рака, хотя это вечером, но плюс 6 часов. Всегда помним, плюс-минус 6 часов – это время перехода энергий из знака в знак. Накладывается энергия предыдущего на будущий знак и наоборот. Поэтому здесь возможен дым 15-го. И вот здесь мы сразу же будем рассматривать и 16 и 17. Здесь возможен дым. Очень сложный период для того, чтобы протопить печку. А начинать вообще в эти дни лучше не начинать. Это будет только потерянное время, дым, гарь и стирка и ремонт. После этого стрижка волос в это время не проводится. Стрижка ногтей тоже. Покраска волос тоже не делаем. А вот мыть волосы постарайтесь помыть до 18 часов. Вот. Далее уже не моем волосы 16 и 17. Уход за кожей. Вот этот момент днем питательные маски не будут работать, а вот вечером, пожалуйста. И 16 и 17 в знак стихии воды принимаются очень хорошо все питательные вещества. Очистка кожи продолжается. Очищение организма еще можно 15, а вот в знаке рак уже здесь чистой энергии лучше это дело не начинать и не проводить. Рукоделие тоже в этот период не даст результата. А вот уже для теста, вот еще днем, когда будете делать 15-го, здесь еще добавляете жидкость. Вечером уже переход будет. Здесь уже нужно уменьшать количество жидкости, потому что знак стихии воды, и тесто ведет или плывет. По-разному это слово звучит в разных регионах. Для стирки, вот смотрите, генеральную стирку можно начинать после 13 часов 15-го. Генеральная стирка можно 16-го и 17-го. Да, смотрите, как хорошо совпадает. Суббота и воскресенье можно субботу после 13 часов. И в воскресенье можно проводить стирку. И уборку после 13 часов. Тоже генеральную уборку тоже можно проводить. Выстирывается очень хорошо и качество очень хорошее. Для ремонта это очень плохое время, качество отвратительное, проветривание вещей тоже не проводим. Запахи и влага просто притягиваются, как губка. Вот эта вещь выносишь, как губка притягивает и влагу, и тот же дым, который сейчас очень актуальный. Многие сжигают листья. Пожалуйста, не сжигайте листья, лучше используйте их для приготовления органических удобрений. А теперь более подробно рассмотрим тему нашего здоровья. Что нужно знать, чтобы поддержать наши тела в здоровом теле. Ну и всегда позитивное настроение должно быть в любое время для того, чтобы поддерживать наш дух в хорошем позитивном настроении и состоянии. Итак, давайте рассмотрим 13, 14 и 15
октября 2022 года. Луна будет находиться в знаке Близнецы, а в это время уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. При нахождении Луны в Близнецах нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, на бронхах, на трахее и языке. В это время, естественно, сейчас осень, переход вот этих периодов теплых, холодных, наблюдается обострение заболеваний ОРВИ, астмы, ларингитов, пневмонии, плевриты, заболевания щитовидной и вилочковой желез. Поэтому не допускайте переохлаждения. Берегите свое тело, свои ноги, одевайтесь тепло для того, чтобы не заболеть. Ну и очень важно, не посещайте массовое скопление людей, потому что вирусы по воздуху перемещаются, и тем более в такие периоды всегда наблюдается заболевание ОРВИ, различными заболеваниями. Это же грипп и та инфекция, о которой все хорошо знают. Ну, а что можно делать? А при убывающей Луне в знаке Близнецы возможны операции на глазах, а также плановые ортопедические операции. А теперь рассмотрим еще 3 важных дня 15, 16 и 17. И сразу же хочу отметить, что 15 этот день не подходит для каких-либо операций. Это время как раз Луны без курса. Утром начинается этот период в 7 часов 13 минут и завершается в 19 часов 11 минут. Это неблагоприятное время, Луна без курса, без аспектов, очень опасный период для любых операций. Также для любых операций опасный еще один день, 17 октября. Это время перехода Луны из 3 в 4 фазу. Это стрессовая ситуация, поэтому для организма будут большие сложности, если на этот день назначить операцию. Откажитесь 15-17 от операций. Ну а теперь рассмотрим, какие энергии в эти дни будут работать 15, 16 и 17. Ведь в дни нахождения Луны в знаке Рак уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная, пищеварительная системы. И вот смотрите, у нас 16 из 3 дней – это день, когда можно проводить какие-либо или операции, или программы восстановления какие-то. Это как раз 16 благоприятное время для операций, лечения и программ восстановления костей, зубов, суставов, артритов и артрозов, радикулитов, желчного пузыря, межпозвонковых грыж. Кстати, в это время проходит очень хорошо и быстро заживление различных переломов. Но не ломайте ни ноги, ни руки и другие кости, пусть у вас будут все целы. И в этот период нельзя голодать. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Здравия вам, здравия вашим родным и близким. А в ваших домах пусть будет тепло и уютно. И царит взаимопонимание, царит мир. Мы прощаемся с вами до следующего видео. Всего доброго вам. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!